Привет, дорогие подписчики и гости нашего канала! С вами Счастье есть! И я, Олеся, за кадром наш незаменимый Андрей. Привет всем! Привет и добро пожаловать! Так, ну а есть мы сегодня с вами будем пирожки. Пирожки с двумя начинками, с тушеной капустой и с любимой начинкой моего сына луком и яйцом. В этот раз у нас пирожки будут не ленивые, а вполне себе трудолюбивые. Так что трудолюбивые мои за работу. Так, начнем тесто. Да, начинки я коснусь чуть-чуть позже, потому что в этом ролике я хочу сделать акцент именно на тесте. Рецепт этого теста я использую уже много лет, и оно никогда меня не подводило, поэтому я очень хочу поделиться этим рецептом с вами. Поехали! Так, у меня здесь 4,5 стакана муки. Я как-то привыкла в этом рецепте орудовать стаканами. Стакан у меня объем 300 мл, но для вас я все замерилась. Кому-то удобнее так потреблять контент. Так, 725 грамм у меня тут получилось, или, повторю, 4,5 стакана. Половина стакана растительного масла, то есть 150 мл. Сахар 2 столовые ложки, крахмал 1 столовая ложка, соль 1 чайная ложка, 1,5 стакана теплой воды, 450 мл. Да, будем держать под рукой еще дополнительно муку. Так, и дрожжи. Вот дрожжи, всем знакомый пакетик, тут 11 грамм сухих дрожжей. Ну, приступаем. В первую очередь отправляем в мисочку теплую воду. Есть. Теперь добавляем дрожжи. Так, теперь сюда отправляем сахар. Чуть-чуть сейчас разойдутся дрожжи, да, вы, может быть, слышите, у нас тут звук бурления, это у меня варятся яички, пока тесто будет подходить, я сделаю начинку яйцо, зеленый лук, а капуста у меня уже готова. Вот она такая потрясающая, замечательная, я чуть-чуть попозже про нее скажу подробнее. Так, теперь добавляем соль, добавляем крахмал. Вот я на этом этапе, видите, я ничего не перемешиваю. Вливаем растительное масло. У меня масло горчичное. Я всегда при выпечке использую горчичное масло. Оно подходит просто идеально. Так. И добавляем муку. Всю целиком. Повторяю, рецепт у меня без отказа. Так, девочки, разоружаемся. А мальчик? Не смотри, что я имею в виду. Разоружаемся, девочки. Мальчики не обижаются, но если мальчики тоже тебя украсили, тоже разоружаемся. И замешиваем тесто руками. Погружаем наши ручки вот так вот. Не стесняемся ничего и никого. И вот так вот все объединяем и замешиваем. Так, ребят, вот тесто я вымешивала 10 минут. Вот такое она получилась. Она наша ваша не понимает. Вот видите, такое гладенькое. Не густое, не тугое. Вот такое липковатое. Вот такое оно должно быть. Теперь я его чуть-чуть вот обомну. Смотрите, как я делаю. Опять-таки я делаю так. Вот так на ручке муки. Так вот. Подбираем. Так.
Вот такое у нас тесто. Вы посмотрите, какое. Ой, такой должен быть результат. Вот оно. Чуть-чуть насыплю вот сюда вот так вот муки. Подпылим мисочку. Чуть-чуть вот так вот тесто тоже обпылим. Ой, боже, какое шикарное тесто. Вот такой результат должен у нас и у вас получился. Это просто идеальный. Так, накрываем тесто пленкой. Мисочку накрываем пленкой. И убираем в теплое место примерно минут на 40, можно на час. Посмотрите, что с ним будет. Если у вас теплого места в доме нет, у меня оно есть, нагреваете духовку градусов 40-50 и ставите туда. Ребята, пока наше тесто подходит, я приготовила начинку яйцо, зеленый лук. Все элементарно просто. Отвариваете яички, нарезаете лучок, перемешиваете, солите, перемешиваете, начинка готова. Тут все понятно. Вторая начинка – тушеная капуста. Вашему вниманию представлена. Что касается тушеной капусты, у меня на канале есть ролик, где я посвященный тушеной капусте. Я вывела для себя рецепт самой вкусной тушеной капусты в мире и поделилась ими с вами, поэтому прошу вас, не премините посмотреть. Так, ну а я пошла посмотрю, как наше тесто, потому что прошел уже час. Ну что, прошел час, у меня прошел час. Вы посмотрите, как подошло наше тесто. Посмотрите. Боже мой, это просто чудесно. Снимаем пленочку. Теперь я его чуть-чуть обогну. Я опять чуть-чуть руки мукой опылю. Вот так его подомнем. Посмотрите, какое тесто. Ну, не чудо ли? Конечно, чудо. Делаем вот так вот. Вот такое у нас тесто. Теперь приступаем непосредственно к пирожкам. Я не буду из этого теста ничего сейчас мудрить и изобретать, раскатывать, нарезать. Не кидайтесь в меня тапками, но я показываю вам мою домашнюю кухню, как я это делаю. Надеюсь, кому-то это пригодится. Значит, я приготовлю пленку. Итак, к тому же это тесто, вы посмотрите, оно нежнейшее, ну просто нежнейшее, мне его просто даже жалко что-то с ним его беспокоить. Отрываем кусочек теста, вот так, вот, в ладошку. Остальное тесто накрываем пленочкой, чтобы оно у нас не обветрилось. Да. Припыляем рабочую поверхность мукой. Кладем наш колобок и раскатываем кружок. Тесто просто нежнейшее. Так, раскатали кружок. Идеальный геометрическому кругу я не стремлюсь. И берем, допустим, начинку лук-яйцо. Вот так вот. Добавлю еще. Это мы вернем обратно. И скрепляем наш пирожок.
вываливается, это ничего страшного. Вот так вот его скрепляем. С начинкой немножко переборщил, да? Ничего страшного. Конечно. Ничего страшного. Я хочу, чтобы начинки было много. Если что-то убежало, опять-таки, все у вас там. И вот так делаем ему гребешок. Плотненько защипляем. У меня приготовлен противень. Вот. Я его застелила пергаментом. Чуть-чуть смажем пергамент маслом. И выкладываем наш пирожок на противень. Так. Теперь опять отщепляете кусочек. Видите, я все делаю на глаз. Тоже вот так чуть-чуть его подравниваем. Раскатываем. Тесто очень хорошо поддается, работать с ним одно удовольствие. Буквально несколько взмахов волшебной палочки. Так, и делаем следующий пирожок. Вид пирожка с капустой. И чтобы они у нас отличались не только содержанием, но и формой, мы его слепим по-другому. А именно, вот так вот подбираем края. Вот так вот все защипляем. Берем в руку и придаем ему вот такую форму. Вот такие пирожки у нас будут с капустой. Так, ну вот, заполнила я первый противень, 12 пирожков. И сейчас буду отправлять их в духовку. Вся обошмачилась. Так, у меня здесь яичко с щепоткой соли. Я его забью. Так, взбили яичко, и теперь мы смажем наши пирожки таким вот образом. Так, смазали наши пирожки, и теперь я отправляю их в духовку, разогретую до 180 градусов, вверх-вниз, средний уровень, пока они не подрумянятся. И точно скажу, сколько они там провели. Ребята, наши пирожки готовы. Вы посмотрите, какое чудо. А? Красавцы. Аромат выпечки невероятный стоит. Просто окутывает весь дом. Красота. Давайте же скорее посмотрим, какие они внутри. Так, какой бы взять-то? Смотрите, обратите внимание на тесто. Просто нежайшее, мягчайшее. Красота. Мягусенькие, вы посмотрите, они вот просто. Так, Андрей. Так, ну что ж, давай с яйцами. Чудесно. Чудесное, мягкое тесто, хорошая начинка, вкуснейшая. Начинки Здесь много. тушеной капустки. Видите? Ну что, второй будем открывать? Обязательно. Давайте. И с яичком. Вот. Видите, какие они мягкие, примягкие. Чуть уже остыли. Вот.
Прошу. Да, забыла сказать, выпекались они 15 минут в моей духовке, а вы уж ориентируйтесь по своей. Ну, вот уж действительно вкус детства. Бабушкины пирожки с луком и с яичком. Шикарно. Рекомендую к потреблению. Это очень вкусно. Ну что, как всегда, рецепт теста меня не подвел. Поделилась с вами, обязательно готовьте, обязательно пишите в комментарии ваши отзывы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А вам я желаю счастья, готовьте с удовольствием, ешьте с аппетитом, живите вкусно. Всего вам самого доброго, до новых встреч, пока! Пока!